Всем привет! Это Любовь Соболь, особо опасная преступница, имеющая наглость звонить в квартиры убийцам. Если бы мы были на Диком Западе, то наверняка мой портрет сейчас бы висел по всему городу с пометкой «Wanted». Но нет, мы в современной России. Хотя тот беспредел, который устраивают власти, все чаще заставляет усомниться, что на дворе 2020 год. Думаю, вы все уже знаете, что на меня заведено уголовное дело по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой применения насилия» из-за заявления тещи отравителя Навального Кудрявцева. Последние 48 часов я провела в изоляторе. Выпустили меня оттуда буквально 2 часа назад. А до этого я пережила обыск в квартире, изъятие ботинок, 6 допросов и долгие часы следственных действий. И вот что я хочу сказать первым делом. Спасибо всем за поддержку. Отравители Навального и их кураторы очень хотят запугать меня, но у них ничего не получится. Я буду говорить правду и дальше требовать возбудить уголовное дело по покушению на жизнь Навального. Буду баллотироваться в Госдуму и отстаивать наши с вами права. Давайте я расскажу вам о 3 последних днях моей жизни и о том, что я думаю обо всем том беспределе, который власти устроили прямо сейчас. Я очень ждала пятницу 25 декабря. В этот день мы с мужем должны были праздновать 8-ю годовщину нашего первого свидания. В этот день моя дочь должна была выступить на новогоднем празднике в школе. Я горжусь ей и очень хотела увидеть ее выступление. Но в 7 часов утра я проснулась от того, что кто-то ломится в нашу входную дверь. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска дома. Но все бывает в первый раз. Видимо, из-за того, что я приходила к отравителю Навального Кудрявцева недавно. Сейчас у меня ребенок, я, к сожалению, не смогу попасть... Вот, слышите, как стучат? Я, к сожалению, не смогу попасть на детский утренник, который будет сейчас в школе моей дочери перед Новым годом. Видите, они хотят... Насчет того, кто ломится, сомнений у меня никаких не было. Когда занимаешься политикой в России и открыто говоришь правду, то знаешь, что рано или поздно на пороге твоего дома окажутся люди с автоматами и в бронежилетах. Я открыла им дверь и в квартиру валилась, не знаю сколько человек, очень много, я бы даже сказала слишком много для одной молодой женщины. Вооруженный, будто на штурм крепости ОМОН, следователи, какие-то непонятные люди в гражданском. Все они начали по-хозяйски ходить по моему дому, переворачивать вещи, выискивать что-то. И вот что смешно, на меня заводят уголовное дело о неприкосновенности жилища за попытку поговорить с убийцей Навального. И тут же неизвестные люди вламываются в мое охраняемое этим же законом жилье. Ладно даже ОМОНовцы, ладно следователи, но кто были эти непонятные личности в гражданской одежде, которые расхаживали по моей квартире и снимали все на мобильные телефоны? Я просила их представиться – ничего. Просила показать удостоверение – 0 реакции. Просила покинуть жилье. Раз они не имеют права тут находиться – нет. Не похоже на равенство всех перед законом. Я до сих пор не очень понимаю, какие доказательства совершения ужасного преступления они искали. Но вся квартира методично была обыскана силовиками. Надеюсь, о потраченном времени они в итоге не пожалели. Хотя нет, подождите, время не было потрачено зря, ведь они изъяли очень важную улику – ноутбук моей 6-летней дочери. Действительно, вдруг где-то среди мультфильмов про свинку Пеппу или Майнкрафта завалялись улики. Вдруг среди домашних заданий за 1 класс на ее жестком диске лежит заметка со словами «Сегодня планирую опасную операцию – взламывать чужие жилища. Ваша Любовь Соболь». И ладно, что ребенок плачет, что огромный мужчина с автоматами обокрали 6-летнего ребенка. Главное, нашли улику. Хочется только спросить, а что же плюшевого медведя моей дочери не изъяли? Мало ли, вдруг доказательства внутри медведя. И как ей объяснить все это? Как объяснить, что рано утром к ней домой вламываются люди с автоматами, крадут ее вещи, похищают ее мать? Видишь ли, любимая, твоя мама не хочет, чтобы в стране, в которой ты растешь, силовики убивали людей. Не хочет, чтобы воровали средства из бюджета. Хочет, чтобы у людей были права. И все это очень злит одного трусливого дедушку в бункере. Поэтому твоей маме мстят. Поэтому твою маму увозят из дома в неизвестном направлении в 7 часов утра. Очевидно, что силовикам приказали не только обыскать мой дом, но и максимально унизить меня. Например, господа полицейские отказались выйти из комнаты, чтобы я переоделась, когда нужно было ехать на допрос. Когда пришла пора уезжать, заставили переодеваться при них.
Потом в сопровождении полицейских меня отвезли на допрос в Главное следственное управление по городу Москве. Прибыла я туда пока еще в статусе свидетеля по уголовному делу. Спойлер, это продлится недолго. Очень скоро я стану сперва подозреваемой, а затем обвиняемой. В тот день в Следственном комитете я провела более 16 часов. Меня допрашивали 5 раз, записывая все на камеру, как в голливудских фильмах. Вот о чем я говорю. Всего за тот день было проведено более 12 следственных действий, назначено аж 9 экспертиз. По моему делу создана специальная следственная группа из 6 человек, следователей по особо важным делам. И плевать, что дело, возбужденное против меня, легкой тяжести. Все Главное следственное управление Москвы бросилось противодействовать особо опасной мне, посмевшей позвонить в дверь отравителя Навального. Один из следователей, занимающийся моим делом, кстати, хорошо известен. Это Гилев Иван Викторович, который занимался московским делом и потом, видимо, пошел на повышение. Сделал карьеру, так сказать. И мои ботинки теперь отнимает не следователь по Западному округу Москвы, а следователь по особо важным делам Главного следственного управления. Про ботинки, возможно, вы слышали. С меня действительно сняли УГИ, чтобы отправить их на экспертизу ДНК. Прямо в кабинете следователя. Отняли также медицинскую маску. Назначенную экспертизу по моему делу будут проводить в экспертно-криминалистическом центре МВД. Понятно, какой будет результат? Надеюсь, там по ДНК установят, что я отец Моргенштерна. По результатам теста ДНК предполагаемый сын Алишер Моргенштерн. Странно, что экспертизу будут проводить не сами отравители Навального, они же сотрудники Института криминалистики ФСБ. Такая бы интересная экспертиза вышла. Каково же было мое удивление, когда мне дали ознакомиться с постановлением о возбуждении уголовного дела по заявлению тещи отравителя Кудрявцева, когда я вдруг узнала, что, оказывается, применяла к ней физическое насилие, от которого она испытала моральные и физические страдания. Хотя чего тут говорить, если Следственный комитет на своем сайте заявляет, что я не просто вломилась в квартиру тещи Кудрявцева, а еще и была одета в форму Роспотребнадзора. Как шутят в интернете, выглядела я при этом как-то так. Очевидно, фантазией не занимать. Вообще, за эти 16 часов следственных действий в пятницу происходили очень смешные вещи. Например, под протокол научной ставки курьер, которого сделали свидетелем, изначально давший показания против меня, очевидно, под диктовку следователя, подтвердил, что я не заходила в квартиру Субботиной и никаких угроз насилия с моей стороны не было. Сама же Субботина на очной ставке подтвердила, что является тещей Кудрявцева. Признала, что дверь в квартиру 37 всегда держит открытой, а в остальных показаниях постоянно путалась. Например, она заявляла, что опознала меня в машине каршеринга, припаркованной рядом с домом, и сидела я за рулем машины. Хотя даже на моей трансляции в Твиттере видно, что в момент ее прихода, да и все остальное время я сидела на заднем сидении машины. Так, вот сотрудник полиции стоят. Полиция. Это могут подтвердить и журналисты, которые были с нами рядом все то время. Сомневаюсь, что и в кабинете следователя Субботина теща Кудрявцева смогла бы меня опознать, если бы следователь сам не выходил к ней во время процедуры опознания, выключив камеру, записывающую, собственно, эту процедуру, и не задавал бы ей наводящих вопросов потом. Путаница была из квартиры, в которую я якобы вломилась. В протоколах была указана то квартира 37, то квартира 38. Я честно пыталась разобраться, но так и не поняла, в какой именно квартире, по версии следствия, я причинила моральные страдания тещи отравителя. Кстати, на тех же процедурах опознания и очных ставках Субботина четко заявила, что на лестничной площадке у квартиры Кудрявцева я была одна. И тут встает другой вопрос. Если даже так называемая пострадавшая говорит, что я была одна, почему были арестованы сотрудники нашего канала «Навальный лайв» Аким Керимов и Ольга Ключникова? Зачем их вызывали на допрос? Зачем у них тоже брали образцы ДНК на экспертизу? Что это за цирк? Но цирк цирком. А когда дело доходит до реальных преступлений, тут дух следователя иссякает. Расследовать убийство Немцова и назвать заказчика «нет, спасибо» – показательный пример с тем, как следователи пытались вызвать на допрос предполагаемого организатора убийства Немцова, бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Один единственный следователь пришел к нему домой, постучал в дверь и сразу же ушел. Ну, понятное дело, Геремеев – предполагаемый соучастник убийства Немцова. Я – подозреваемая в звонке в дверь.
Понятно ведь, кому надо в дверь ломиться в 7 утра с ОМОНом. Или взять отравление Навального. С момента его отравления прошло более 4 месяцев, а уголовного дела до сих пор нет. Хотя уже известно, кто и как его отравил. Есть записанные признания в покушении на убийство. Но дело не заводит. Зато на меня завели в течение пары дней. Посреди всего того же длинного дня допросов уважаемые следователи невольно открыли мне еще один небольшой парадокс нашей правоохранительной системы. Знали бы вы, как тяжело было моему адвокату попасть ко мне, когда меня задержали. Хоть по закону и положено, но его не пускали, преграждали ему дорогу, отталкивали. Зато в пятницу днем господа следователи с радостью, невзирая ни на какие законы, впустили в кабинет, где проводили мой допрос, и где я сидела, съемочную группу канала «Россия-1». Они всячески провоцировали меня, тыкали мне микрофон практически в лицо. И на это следователи смотрели так, словно все это в порядке вещей. К концу дня, после всех этих бесконечных ночных допросов, я была предельно измучена, но думала, что сейчас поеду домой к моему любимому мужу и дочери. Я и представить не могла, что сейчас меня отправят в изолятор на 2 суток. Не та статья, не арестная, думала я. По статьям легкой тяжести не сажают в изолятор временного содержания. Ну да, как же. Как будто я забыла, что правоохранительная система в последнюю очередь обеспокоена защитой наших прав и соблюдением законов. Так что меня, как особо опасного преступника, в наручниках отправили в изолятор. Очень опасный преступник. Вчера позвонила в дверь ФСБшнику. Что же завтра? Осмелюсь задать вопрос Собянину. Призову людей голосовать против «Единой России». Нет, это слишком опасно. Надо ее изолировать, решила следственная группа, состоящая из 6 следователей по особо важным делам. Следующие 2 суток я провела в наручниках, в тесной камере, с железными кроватями и железным столом, прикрученным к полу. Ужасное условие, да, пожалуй. Но знаете, есть места похуже. Например, больница в наших регионах. Там условия моего содержания даже позавидовали бы. Как в плохих российских сериалах про ментов, ко мне в камеру подсаживали других сиделец, которые должны были разболтать меня. В моей камере проводили обыск. Каждые 10 минут заглядывали в специальный глазок на двери, лишили положенной прогулки в субботу. В общем, пытались унижать и оказывать моральное давление. Продержав меня максимально возможный срок, из изолятора меня доставили к следователю, который признал меня обвиняемой и попросил дать подписку о невыезде до суда. Не хотят, видимо, чтобы я имела возможность ездить в российские регионы, рассказывать правду про ужасные условия в российских школах и больницах и снимать такие видеосюжеты из Карелии, которые набирают большое количество просмотров и обсуждаются всем регионам. После взятия подписки вечером воскресенья следователь не забыл провести еще один допрос. Видимо, 5 предыдущих было мало. И только после этого меня наконец-то отпустили. Что дальше? А дальше понятно. Уголовному делу против меня дадут ход, потому что я посмела подойти к двери убийцы, потому что баллотируюсь в Госдуму и выступаю против «Единой России», потому что не боюсь говорить правду и бороться с коррупцией. Но ни наручники, ни изолятор, ни уголовные дела меня не напугают. Буду и дальше отстаивать наши права, чтобы силовики искали настоящих преступников, а не отравляли трусы Навального. И вы можете поддержать меня в моей борьбе. Записывайтесь в волонтеры моего предвыборного штаба на сайте sobol.ru. Помогайте финансово, даже самыми небольшими суммами, и делитесь этим роликом в социальных сетях. Это наша страна, а не кучки трусливых отравителей и следователей, отнимающих ботинки.